Всем привет! Есть настроение учить русский? My name is Natalie, I'm a Russian language teacher and creator of Natalie Practical Russian channel. I'm glad to see you today. We learn foreign languages and we want to get a quick result. But what's the best approach to learn foreign language? Is Duolingo good or not? In this video, I'll tell you what I think about Duolingo. And if this is your first time here, subscribe to receive my free material. You should follow the link below. That's my free book for you. Okay? And on Natalie Practical Russian, I usually speak in Russian. So activate English or Russian subtitles. Now, let's get started. Duolingo. Сегодня я хочу поговорить о Duolingo. Что я думаю об этой платформе? Duolingo – это платформа для изучения иностранных языков. Вы знаете, я учитель, но в то же время я студент. Я тоже изучаю иностранные языки. И я тоже использую Duolingo. Я думаю, Duolingo – это в любом случае хорошо. Потому что, когда вы используете Duolingo, вы изучаете новый иностранный язык. Когда вы используете Duolingo, вы тратите время на новый язык. И это хорошо. В любом случае у вас будет результат, потому что вы тратите время на иностранный язык. Когда я начала использовать Duolingo много лет назад, в уроке была система, да? В уроке были картинки и под картинками слова. И я повторяла слова много-много раз. Но сейчас они изменили систему, они изменили метод, подход к изучению языка. Сейчас в Duolingo я повторяю целые предложения. И это правильно. Как учитель я считаю этот метод правильным. Потому что в жизни мы говорим предложениями. В жизни мы говорим целые предложения. И сейчас в Duolingo я могу практиковать целые предложения. Конечно, вы учите слова, но вы учите слова в предложении. И это хорошо. Еще мне нравится в Duolingo, что есть аудио. Я могу слушать эти фразы, эти предложения. И когда я использую Duolingo, я слушаю фразы и я повторяю эти фразы вслух. Конечно, я говорю не идеально. Конечно, мое произношение не идеальное. Но я практикуюсь говорить на новом иностранном языке. Я слушаю фразы и я говорю их вслух. Это хорошо. Мне нравится в Duolingo, что я могу практиковать целые предложения и я могу слушать иностранный язык и повторять эти предложения вслух. И это отлично. В любом случае, Duolingo – это хорошо для начинающих. Если вы только начинаете изучать иностранный язык, Duolingo – это отличный метод, отличная платформа для изучения. Но если вы уже говорите на иностранном языке, ваш уровень уже довольно хороший, Duolingo может быть скучно для вас. Вы можете тратить это время и делать что-то более интересное для вас. Например, вы можете слушать песни и переводить эти песни, искать слова, фразы в интернете. Или вы можете смотреть фильм-сериал. Иногда это трудно, я понимаю. Вы также можете говорить с партнером, да, и это будет эффективнее. Да, плюсы в Duolingo, что вы учите новые фразы, как начало, как старт, это отлично. И вы можете слушать. Но есть минусы
Duolingo эффективный или не очень эффективный? Почему мы очень часто забываем слова? Мы учим слова, но потом мы забываем их. Потому что мы учим слова, но эти слова не актуальны для нас. Например, я изучаю урок в Duolingo «Животные», но потом я не использую эти слова в жизни. 1 год, может быть, или больше, я не практикую эти слова, потому что они не актуальны для меня. По этой причине мы забываем эти слова, эти фразы. Мы помним фразы только если они важны для нас. Например, когда вы живете в новой стране и вы изучаете язык этой страны, вам будет легче запоминать слова, потому что в кафе вы хотите заказать кофе, вы смотрите эту фразу в интернете и вы используете эту фразу каждый день. Вы заказываете кофе в кафе. И, конечно, вы будете помнить эту фразу, потому что она актуальная для вас. И в Duolingo это искусственное обучение. Да? Мы учим разные фразы, но мы не используем их в жизни, поэтому мы забываем эти фразы. Многие люди говорят, надо жить языком, надо делать, что вам нравится. Когда вы увлечены языком, вы занимаетесь дома, например, вы смотрите YouTube-канал, который вам нравится, или вы ищете в интернете песни, красивые песни на этом языке, вы увлечены процессом. Вы не замечаете, но вы изучаете новый язык. По этой причине мы забываем. И по этой причине Duolingo с одной стороны эффективный и с другой стороны не очень эффективный. Вы не можете выбирать уроки, слова, которые актуальны для вас. Да, я смотрела одно интересное видео. Девушка ездила на встречу полиглотов, и она спрашивала, как полиглоты изучают иностранные языки. И у всех людей разные методы. Кто-то делает карточки с фразами, да, и учит фразы. Кто-то пишет фразы в тетради и повторяет эти фразы. Кто-то читает тексты и отвечает на вопросы. Кто-то слушает тексты и тоже пытается говорить. У всех людей разные методы, но самое важное, они делают, что им нравится. Это самый главный пункт – делать, что нравится. Поэтому, если вам нравится использовать Duolingo, вам нравится кликать и повторять фразы, значит, отлично, вы можете изучать язык в Duolingo. Но если вам не нравится, вы делаете это потому, что надо, лучше не делать, лучше искать другие методы. И еще я слышала одну интересную историю. Мужчина изучал иностранный язык дома, и он не говорил на этом языке. Он делал дома, что ему нравится. Он читал, писал, слушал, да, и через несколько лет он начал говорить, и он говорил очень хорошо. Значит, эти несколько лет он не говорил вообще, он только читал, писал, слушал, и в один момент, когда он начал говорить, он делал это хорошо. Я думаю, это интересный пример. Да, встреча полиглотов.
Первое – это делать, что нравится. Второе – это, конечно, метод, методика. Это важно, потому что если вы не знаете язык, вы не можете смотреть фильмы. Я пробовала, это не работает. Я ничего не понимала. И третий пункт – это регулярность. Третье – это регулярность. Регулярность значит заниматься регулярно. Когда вы изучаете иностранный язык, это в любом случае стресс. Но если вы делаете это регулярно, у вас появляется привычка. И таким образом у вас меньше стресса. Вы знаете, что вы изучаете новый язык 1 раз в неделю или 5 раз в неделю, это по желанию. Но у вас есть регулярность. И последний пункт, четвертое, это терпение. Конечно, изучение языка – это процесс. Вы делаете, что вам нравится, вы делаете это регулярно, и в один момент вы увидите результат. Вы увидите, что вы понимаете на этом иностранном языке, и вы можете говорить хорошо. Да? Самое главное тоже это терпение, это понимание, что язык – это процесс. Вы живете языком. Вы не думаете, что сегодня у меня урок. Нет, сегодня вы хотите изучать язык, вы делаете это с удовольствием, вы делаете это с радостью. Поэтому многие люди рекомендуют искать методы, которые вам нравятся. И мы все разные, нам нравятся разные вещи. Это тоже надо понимать. Я думаю, на этом все. Спасибо за внимание. Do you use Duolingo? What do you think of this app? Leave a comment. I look forward to your comments. I will read them all. And don't forget to get my free material. Click on the link below. Okay? Thank you for your time. I wish you a nice day. Увидимся в следующий раз. Хорошего дня!